Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвардиюа, это рубрика «Комментирую игру» моего подписчика. Подписчик под псевдонимом Бон Лайон, король 3 ранах у него. К сожалению, он немного заспойлерил мне эту каточку, но я ее не смотрел, поэтому я буду переживать все эмоции вместе с вами, буду раскрывать всякие там подробности и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Все, смотрим. Погнали. Но перед тем, как мы сейчас полностью погрузимся в каточку, ребят, я хочу сказать следующее. Поддержите меня своим лайком и поддержите меня своим комментарием, потому что каждый лайк и комментарий, если что, продвигает ролик в рекомендации, в тренды, ну и дальше вы все прекрасно сами знаете. А еще осталось 120 подписчиков до 2000. Поэтому, ребят, кто не подписан, подпишитесь. Ну, а если кто подписан, то, естественно, лайк, коммент с вас. Все. Погнали, обозрю. А это что-то хорошенькое. Хо-хо-хо. Да, мне нравится такое. Тинкер 2 звезды. Кстати, если что, как вы могли уже понять, это запись с телефона. Она немножечко, ну, не немножечко, а FPS просажен, как вы видите. Да, тут где-то как-то 30-45 кадров в секунду. Это немножко как бы неприятно, но я думаю, не слишком-то и критически. Правильно? Правильно. И вот, еще перед тем, как мы начнем полностью погружаться в каточку, хочу сказать следующее, ребят. У меня в Телеграм-канале и на YouTube-канале во вкладке «Сообщество» проходит множество опросов. И мне важно, чтобы вы прошли эти опросы. Очень важно. Поэтому, ребят, кто не прошел, обязательно пройдите. Убедительно просим, пройдите, пожалуйста. Спасибо огромное, кто откликнется. Так, продал Тинкера, хотя на самом деле, ну, типа, да, у него тут 3 охотника как бы есть, окей. Но продать Тинкера в 2 звезды, ну, 50 на 50. Так, духовный талисман возьмет или скипнет? Взял, хорошо. На самом деле без мышки, знаете, как-то аж непривычно, тяжело, что чисто он так, знаете, на монитор тыкает, ой, на монитор, короче, на запись тыкает пальцем. Мы-то не видим, что он там вводит, не вводит, думает, не вводит. Это как-то, знаете, не особо привычно. Ну, ладно. Что же у нее тут еще? Так, масочка второго тира есть, барабан войны. Я бы взял на его месте, наверное, Нет, взял барабанчик. Наверное, не поверил то, что маска второго... Ну да, на самом деле, если так подумать, у него на столе сейчас никого как бы нету, для кого эта маска подходит. Но в будущем она могла бы, естественно, появиться. Но это в будущем, правильно? Правильно. Так, я так понял, вот здесь целенаправленно решил сыграть на охотниках, поэтому будет сейчас играть на охотниках. И Мирану он не ставит ближе, хотя на самом... Ой-ой-ой, там орк-охотник 2 звезды. Я надеюсь, он без рога войны, там этот орк-охотник. А он с рога войны, прикиньте, у чувака в двойку орк-охотник с рога войны. Вы посмотрите, как кабан там душит. Если что, кабан бьет магическим уроном. На секундочку. 2 кабана уже. Сильно? Еще как сильно. Еще как сильно. Так табло отрываешь, что будь здоров. Ему так охотник... Ой, эти орки идут. Я вот заметил с первых раундов, что ему приходят охотники, будь здоров. И он их берет, кстати. Хорош, отличное решение. На самом деле, вот баф Я думал, он 4 поставит охотника, нет? Ну ладно. Уровень взял, поставил собачку. Но, смотрите. Поставил бы он 4 охотника, ой, точнее 4 орка. Почему я хочу назвать орков охотниками? Скипает предмет. О, 2 предмета. Хороших. Так, правильно, отлично сделал. Закинул сейчас рок войны в орка-охотника. И если на самом деле ему придет орк-охотник 2 звезды, то будет вообще просто замечательно. Шедеврально. Вот. О чем я хотел сказать? О том, что если вы соберете 4 орка, хотел сказать снова охотника, остановился и не сказал. Кстати, у меня тут, если что, кошка слева от меня, она тут так целенаправленно смотрит на клавиатуру и на монитор, что прям дивно. Знаете, это уже как-то вошло в привычку. Почти в каждом ролике я говорю о том, что у меня кошка здесь, знаете, на столе. Так, она что-то как-то здесь оккупировала стол немного. Видимо, ей нравится. Нравится, когда я комментирую, что-то говорю, это ее в сон клонит, все такое. Я просто надеюсь, булочка, что ты сейчас не нажмешь ничего на клавиатуре, и запись там не слетит и тому подобное. Поэтому клавиатуру я немножечко в сторону уберу, чтобы ты не душила. Вот. Я говорил о том, что если он бы поставил сейчас 4 орка, то это было бы плюс 400 хп. Для охотников это сильно. Но если он баф 6 охотников найдет, это тоже будет прикольно. Это будет тоже сильно, ну, естественно. 6 охотников это 6 охотников, естественно. Вот. 4 орка поставил. У него есть охотник-нежить, который суммонит. Найс. Хорошо пришло. У него есть вот этот вот конь. Когда он суммонится, естественно, там дополнительное количество хп. И вот эти вот 400 хп сыграли бы такую неплохую роль для него. Это было бы очень хороший баф был бы.
ВР-ку я не понял, почему он туда поставил. Ну, в принципе, можно, знаете, понять, почему поставил. И одна из причин, скорее всего, это потому, что таким образом он берет больший угол для использования способности ВР-ки. Потому что когда ВР-ка будет кидать наискость, больше шансов, что она зацепит две цели. Больше шансов. Хотя, на самом деле, две цели. Что такое две цели? Сильно это или не очень? Ну, кто знает, кто знает. Я бы на его месте, наверное, все-таки поставил бы ближе к орку-охотнику, потому что у него есть как-никак арканцы. А все-таки 20 маны. Что такое 20 маны? Это много. Это очень много. Так, кабанчик пошел, но у него кабанчик физическим уроном бьет, и поэтому Мэрта он пробивать не будет. Вот это я обожаю, кстати, Мэрта. Если бы он Мэрту чуть ближе поставил на Лиле, то было бы следующее. Муэрта бы перевоплотилась в свою форму, и охотники бы накидывали в эту Муэрту. А он бы в своей форме чилил. Да, он хороший выбор сделал сейчас, что играет на охотника, потому что охотники ему идут. Он еще и 6 охотников сейчас поставил. У него сейчас овер сильный билд. Овер сильный билд. Ну вот, я же говорю, я бы поставил лично всех, у кого есть мана, кроме Мираны, наверное, поближе в середину. Хотя на самом деле, можно было дать арканцы сейчас в коня, и поставить его немножко в угол. На такой стадии игры, я думаю, в угол можно все-таки поставить, потому что мало героев, которые будут кастовать и тому подобное. Надо посмотреть, кстати, что у него там есть. Ну да, он бы сейчас мог спокойно ставить в этот угол, поставить туда коня, и этот бы конь... А, там, кстати, чел нашел орка-жреца. Неплохо. Вот, закинул бы арканцы в орка-охотника. Все, у меня теперь все мысли в орках. То я говорил про охотников, теперь я буду говорить про орков. Закидывает, короче, арканцы вот этого вот нежить охотника, ставит там в угол правильно, чтобы арканцы работали на всех охотниках. И, соответственно, они позиционку не меняли. И было бы вообще шикарно. То есть надо реализовывать арканцы на максимум. Боже, как ему хорошо идет. Муэрту возьмет или нет? Потому что Муэрт это довольно-таки серьезный танк. У него здесь и реликвии такие интересные. Шлем Ареса, жезл Киры, Мамора, аптечка, предмет третьего тира, кабанчики. То есть все реликвии хороши. Он еще, кстати, в скором времени выйдет на Винстрик, что будет вообще прекрасно. Только интересно, как он будет это все развивать. Ну, как-то так. Как-то так. Так, один жрец. Обожаю, когда люди играют на жрецах, особенно когда у меня Винстрик есть. Кто не обожает, правильно? Правильно. Ему бы, конечно, орка-жреца в 2 звезды, чтобы было вообще шикарно. Котел. Энчу взял. Хм. Не, ну, в принципе, сейчас у него суммоны также дамажат неплохо. Там чувак тоже на 6 охотниках играет. Антимаг. Да. Антимаг это, конечно, плохая тема, потому что если этот антимаг... ну тут у него все мановые герои впереди. Да, это плохо. Это очень плохо. Ситуация не очень хорошая, потому что этот антимаг может ему всю поплаву поменять. Тут тоже что-то непонятное. Боги, воины какие-то. Тут либо же будут боги-жрецы у этого чувака с ником Кунг-Фу, либо же, я не знаю пока что. Но, скорее всего, это подготовка к богам-жрецам. Как же Мирана жестко контролит? Просто. Хорош. Винстрик 5. Отлично. Блин, Бон Леон. Если можешь, то посмотри в настройку. У тебя стоит высокая частота кадров или нет? У меня есть такое подозрение, что у тебя не стоит высокая частота кадров, потому что качество графики у тебя хорошее. И в целом запись приятная на самом-то деле. Даже вот с телефона. Поэтому, ребята, если кто-то стесняется с телефона, не хочет скидывать запись, ну, смотрите, неплохо смотрится. Просто почему-то вот частота кадров как 30-45 кадров в секунду. Где-то так. Может из-за того, что телефон разряжен? Кто знает. Кто знает. Правильно? Правильно. Я бы расстановку тут, кстати, тоже делал бы на мобах другую. Типа ничего страшного, у него сильный стол, он и так сможет, но я бы делал их немного кучнее, чтобы они сразу в одну цель напихивали. Потому что, как мы прекрасно знаем, охотники бьют в одну цель, когда там меньшее количество хп остается. Хотя не всегда это работает. Вот видите, они сейчас разные цели бьют, а так бы они в основном сейчас одну цель бы пинали. И это бы немножечко, но времени бы сэкономило. Особенно на стадии реликвии, где ты можешь найти Мамору и попробовать ее пообузить. Фруксюй
Хорош. Жезл Киры. Отличный. Жезл Киры взял. Фрукс Сюй он не взял, потому что у него винстрик. У него сейчас 30 монет. Играет на охотниках. Все просто прекрасно. Так, есть палка. Я бы палку взял. Хорош, палку взял. Неправильно говорить, что взял бы палку. Правильно? Правильно. Надо говорить немножко иначе. Вот за раконцы, я думаю, вы поняли. Можно было бы поставить сейчас покучнее. Чтобы мана сразу восстановилась, чтобы он... Короче, вы поняли. Правильно, правильно. Так, поменял местами охотников немного. В принципе, неплохо поставил. Но я... Муэрту, кстати, продал, да? Неплохой танк, конечно, но продал. Жезл Киры ждет. Не юзает, не юзает, пока что у него не будет 50 монет плюс. Будет 50 монет плюс, заюзает жезл Киры и начнет, соответственно, ролиться. По полной программе. Правильно? Правильно. Кто вдруг не знает, как работает жезл Киры, объясняю. У вас сейчас 6 уровень. На 6 уровне есть некий шанс выпадения фигуры. Все такое. Ну, при роллах. И этот жезл Киры делает минус 2 уровня, грубо говоря, к роллам. То есть у вас 6 уровень, но ролитесь вы как на 4. И так далее, и так далее. Думаете, 7, 5, 8, 6. Ну, короче, я думаю, вы прекрасно здесь поняли. Там, скорее всего, будет бог-орк. Скорее всего. Неплохой такой стол. Мамора есть. Мамора пока не юзает. Но там, скорее всего, инсектоид будет у того типа, который с Маморой. У него там скорпиончик уже выставлен на столе. Значит, там, скорее всего, будет Мамора. Инсектоид. Да что ж такое? Саня. Ты вроде бы не играешь сейчас, но все равно как бы запутываешься. И будет очень приятно, если он сейчас у этого чувака заберет винстрик. Это будет прям максимально приятно. Кстати, ребята, я хочу, чтобы вы дали мне полноценный фидбэк по поводу 2 вчерашних роликов. Мне нужно услышать ваше мнение, насколько вам было это интересно, насколько это было прикольно, потому что вчера вышла рубрика «Обучаю новичка» с максимальными подробностями, с таким интересным билдом, как Вайпер через волшебников. Вот. И я хочу услышать ваш полноценный фидбэк на этот счет. То есть, как вам эта рубрика зашла, как вам зашло комментирование, потому что комментирование было довольно-таки интересным, необычным, потому что у меня был в гостях топ не один, поэтому, ребят, кто посмотрел, дайте мне полноценный фидбэк. Мне это важно, очень важно. Все, жду фидбэк. Вышел 52 монеты, но не спешит юзать жезл Киры. Это правильно, на самом деле. Это правильно. Я бы еще хотел легендарки посмотреть, конечно. Что там по легендаркам? Ага, шаманчик из 5. Вот шаманчик 5 это, конечно, не то, что хотелось бы увидеть. Там богу-орку хорошо идет. Правда, он без денег сидит, но хорошо ему идет пока что. Но самое опасное это топ-1. Пока что. Пока что. Это пока что. 2 богу-орка в катке. Посмотрим, что будет дальше. Так, чуваку... X-кит какой-то. X-ксит какой-то. На дубликатах. О, минус винстрик. 100% минус винстрик. Гадалки, не ходи, 100% минус винстрик. Обидно. И усиление пришло конкретно в текущий момент. Вот это вот, ну, во. 10 из 10. 10 из 10 улучшений. Вовремя. Прям по таймингу. Тупо лайк. Ставим, ребят, лайк. Напишите, у кого такая жизненная тема тоже происходит. У меня такая тема зачастую происходит. Почти в каждом моем ролике вот такая вот тема и происходит. То, что жизненная жиза. Да. Улучшение приходит только тогда, когда она уже, ну извините, уже поздно. Я хотел сохранить винстрик, но не получилось сохранить даже свое лицо. Короче, ребят, еще один байт на комменты. Кстати, вы видели сердце инсектоида у чувака? Это значит что? Что это значит? Что это значит? Будет ли здесь инсектоид? Я уверен, что да. Гадалки, не ходи, инсектоид тут 100% появится. Вот, байт на комменты, который хотел сказать. Напишите в комментарии, когда все-таки понерфят антимага и Манки Кинга. Как вы думаете? Ну, расстановка как-то, ну, вообще не айс. Вот такую расстановку, ребят, я не рекомендую делать. Смотрите, во-первых, сейчас фигуры могут распрыгаться. Это первый момент. Потому что у него есть орк
орк-охотник, у него есть нежить, охотник, конь. И вот сейчас они могут распрыгаться. И вот эти вот собаки могут уничтожить его охотников. И я бы делал немножко по-другому. И вам рекомендую. Ну, в принципе, нормально сейчас прыгнули. Просто могло получиться все хуже. И эти собаки бы прыгнули не так, как хотелось бы. Ну, в принципе, тоже хорошо. В принципе, тоже хорошо. Мог просто более надежно как бы поставить свою фигуру. Я к этому веду. Более надежно и было бы намного лучше, как по мне. Но, в принципе, все отлично произошло. А то, как поставить фигуры, ну, в принципе... Нет! Ошибка. Не юзайте никогда реликвию до начала следующего раунда, потому что если вы так юзнете, вы провтыкаете один момент. Вот смотрите, у вас сейчас будет не 10 стаков, а 9 стаков. Вот обратите внимание сейчас. И почему не покупаешь Фуриона? Можно Шинчу пообузить. Все-таки бабки. Как-никак, ну одна монетка, да приятно. Вот видите, у него сейчас 9 на жезле Кира. А мог сохранить один стак. Мог один стак сохранить. Не делайте так. Так, давай. Хрень. Можно жетон отступника было... О, хорош. Ой, как хорошо. Еще и в кого? Еще и в Мирану. Отлично. Давай клевер. Клевер. Ну, клевер, клевер, клевер. Давай клевер. А почему меч? У меня шея зачесалась. Почему меч? Так. Бон Леон. Точнее, Бон Лайн. В комментарии напиши, почему ты взял меч, а не клевер. Кто вдруг не знает, как клевер работает, то на охотниках это самый лютый буст. Самый лютый буст. Потому что у вас будет на первом уровне синергии не 25%, а 31 с чем-то там. А на втором уровне синергии у вас будет примерно 70 с чем-то, если я правильно помню. Да, 70 с чем-то. Это сильно... Двоичка, это хорошо. Взять-то мы их взяли, а куда вот мы юзать их будем? Тебе надо кого-то продать. Хм. Я продал бы вот этого вот охотника зверя и лучше бы яйцо сохранил. Для мейн своего керри. Типа, его, конечно, выбор, но я бы так сделал. И по деньгам бы сохранил немного себя и все такое у него. Плюс... Вот, Инчу, кстати, он купил. Хорош. Ну, продал все равно. Это не то, что он ошибка, то, что он сделал ВР-ку апнул, но я бы этого не делал. Просто я бы, например, на его месте сохранил бы эти два яйца на основного своего мейн-кири, потому что, ну, мало ли в моменте мне бы там не хватило реально бы вот этих двух яиц для апа. И было бы у меня, допустим, там какие-то условно 4 снайпера. То есть не скажу, что это ошибка, но я бы яйца как-то поэкономнее сделал. Плюс у него сейчас ВР-ка стоит в двоечку. Не факт, что он эту ВР-ку соберет в тройку, потому что у него сейчас жезл-кира работает. Поэтому можно было бы ВР-кой пожертвовать, собирать Траксу, Мирану, снайпера, орка-охотника. Тень как танк. Ну вот, кстати, ему не фартануло немного, его только что вот вражеский охотник вынес. Тупо фартануло немножко. Тупо немножко не фартануло. Кстати, ВР-ка идет ему даже, несмотря на жезл Киры. Неплохо. Траксу продает. Тень приходит. Это если что, визаж из доты. Вдруг кто не знает. Снайпер. Так, тень продал, отлично. Не абузишь Шинчу. Плохо, что ты не абузишь Шинчу. Это все-таки деньги, ребят. Как я в каждом своем ролике говорю, абузить Инчу надо на любой стадии игры. Вот, кстати, видите, он даже ВР-ку сейчас отменил. Но абузить Инчу надо. 100%. 100% нужно абузить. Инча, запомните, это ваше лучшее будущее. Это путевка во Швейцарию на 20 лет в отличный отель, все включено. Ребят, поймите. О, жрец там. О, какая боль.
Да, это больно. Ну, это больно, то, что там ему пришел жрец и просто в табло накидал. Это больно. Это неприятно и больно. Ага, мордредку апнул. Хорошо. В принципе, хорошо, ничего страшного такого не происходит. Все пока что отлично, все нормально. Вот смотрите. Когда вы играете через жезл Киры, то трехзвездочные фигуры вы не... Ой, точнее, фигуры редкого тира вы не всегда сможете собрать как надо. Поэтому я рекомендую собирать вот первого тира и второго тира фигуры. То есть это охотники первого тира вот за одну монетку, второго тира за 2 монетки. Но за 3 монетки, ну, не рекомендую. Вы их вряд ли соберете в 3 звезды под жезлом Кира на таком вот уровне. А вот в 3 звезды, вот за 1-2 монетки можете спокойно собрать. Так, что по реликвиям? Давай, смотрим. Хорош. Отлично. Шикарно, я бы даже сказал. А маги есть? А ну смотри, магов есть? Маги есть? Чернокнижник есть, магов нет. Ну маг есть. Не, маг есть, там дубликат. Дубликаты. Там дубликаты есть. Чел на магах, на дубликатных играет. Неприятненько. Режим не беспокоить. Полностью сролиться хочешь? Не, остановился в моменте. Хорошо. Так, гримтач убираешь или нет? Орк, охотник, зверь. О, все. Гримтача поменял на орка охотника. Хорош. Вот это вот то, что доктор прописал. Блин, ну... Гримтач тут как-то сейчас не очень смотрится. Я бы Гримтача продал бы и купил бы вот эту вот фигуру, которая там есть. Потому что пока что это как-то ну, не очень смотрится. Типа ты халявный ролл теряешь чисто для того, что у тебя Гримтач стоит. Но я пока что не... 4400 хп у змейки. На секундочку. Чисто живет змейка. 4400 хп. Ну вот. Один халявный ролл потратить на... Ну ладно. Ладно. Сейчас собрал 3 звезды. А мог бы... Ну, может Гримтача хочет в 3 звезды собрать. Только я сейчас пока что не понимаю совсем... А в чем прикол тут Гримтача будет? С денег полностью выходит. Коня, не-не-не. Давай, яйцо в него. Хорош. Нет, да. Вот это пинг 1000. Нормально. Фух. Хорошо, что нужная фигура убралась, потому что пинг 1000 это как бы не шуточки. Это много. Он мог не успеть, как бы. Мог бы максимально не успеть, если что. Не успел бы, было бы очень грустно. А если бы еще и фигура не та забралась, это было бы вдвойне грустно. Решил на последней бабке полностью сролиться, как я понял. Орк, точнее, зверь-охотник, кстати, хорошая тема, когда ты играешь через суммоны. А так как у него есть 3 героя, которые суммонят, это неплохо будет. Там бонусный урон довольно-таки огромный. Сейчас бы ему Мирана в 3 звезды пришла, вообще было бы шикарно. Я думаю, ему стоит рольнуть предмет первого тира и найти все-таки еще один медальон, потому что там есть чел, который играет на жрецах. Мне нужно посмотреть, что там у того тоже жреца. Так, яйцо еще одно. Ну не трать только это яйцо, пожалуйста, в Мирану. Пока что мне непонятен. Хорош, Мирана в 3 звезды, отлично. Возможно, он хотел сделать Гримтача 3 звезды под Мирану. Это было бы сильно. Очень сильно. Но только есть огромнейшее но. Он его все равно продал по конечному итогу. Ради охотника. Вот такой вот момент, но он довольно-таки неприятный. Продал как бы Гримтача все равно по итогу и один халявный ролл провтыкал. Ну, стоило ли оно того? Не мне судить. Итог как итог увидим потом. Конечный итог мы, соответственно, увидим. Тут богоорки, то, что я и говорил.
С вечной крутилочкой пока что. Ну, крутилочка пока что ему не помогает, потому что у него куча троек. А куча троек это куча урона. На секундочку. Так, Янси вылетел. Мартретка идет ему шикарно. Вот что будет. Ну ладно, не буду как бы удивляться, потому что он немножко все-таки проспойлерил. Все. Я знаю, что это будет за билд, и скорее всего вы тоже узнаете, что это будет за билд. Берем медальончик, потому что там кто? Правильно, там жрец. Надо усиляться. Я думаю, уже многие догадались, что это будет все-таки будет за билд конечный. Да и по превьюшке будет понятно, что это будет за билд конечный. Просто разбираем карточку, так обозреваем, смотрим. Меня, честно, немножко напрягает FPS. Ну, кстати, противник у него такой интересный. Все понятно, что это будет за противник. Вот этот вот его противник, он будет играть через дубликаты. Через чистые дубликаты. Ну плюс инсектоидов еще ставят. То есть у него будут цветы, дубликаты, плюс инсектоиды сверху. Антимажик. Можно взять. Почему нет? Не ролится пока что, это хорошо. Инчу купил, фуру не купил. А вот инча. Медуза. Но вместо ВРки можно поставить. Тоже неплохо будет. Потому что если там какой-то будет магический прокаст, ты сможешь морских поставить сверху. А так как у тебя есть тайт, продавай ВРку. ВРку продай. Продай ВРку. Телепатическая связь. Активирую. ВРочку продай. Продай ВРочку. Ой-ой-ой, какой там жрец огромный. Все бабки он сролил для того, чтобы поставить фуловых жрецов. Это плохо. А он медузу не продал. Все, моя телепатическая связь ослабла, не хочет покупать медузу. Это плохо. Еще один барабанчик. Как бы неплохо, но зачем она нам надо, правильно? Медузу не купил. Плохо. Кристальчик, берем. Хороший кристальчик. Че, давай попробуем рыльнуть. Давай, что мы будем делать? Ага. А дальше? Угу. С первого раза. С первого раза он сейчас получил мантию. На секундочку. С первого, мать его, раза. Ну да, Мартреки пока нет никакого отхила, ничего такого. С Мираном, конечно... подожди, там у тебя надо забрать медальончик в снайпера, наверное, либо в Мирану оставить... Или, подожди, у него 3 медальона... Не, подожди, у него одного медальона не хватает. А вот, кстати, смотрите, в этот момент бы ему яйцо, кстати, пригодилось бы еще одно. Куда? Зачем? Инвокер с обезоружием. Это плохо. Какой же инсектоид противный. Но из-за того, что у него есть орк-охотник с кабанчиками, в принципе, не настолько и сильно противный. Плюс троечки. Строчки. О! Все, сладкий. Отдыхай. Пока. Пока, родной инсектоид. Пока-пока. Все, передавай привет там родным и близким. Как же ему хорошо сейчас по предметам насыпало. Я думаю, кристальчик можно и взять, а можно и рольнуть. Потому что у него одного кристаллика ему будет с головой. Там кунг-фу играет чисто на 4 исконно жрецах. Скипнул, да? Не нашел. Это плохо. Ну, в принципе, можем попробовать предмет 5-го тира найти. Но так как у него мартретка всего лишь в 2 звезды, то такое себе. Все-таки хочешь рискнуть и поиграть через мартретку. Мартретка мощная фигура. Очень мощная фигура. Убери этот галимый грааль, перекинь его в снайпер обратно. Либо же в орка зверя. Только не роль. Лучше же предмет 5-го тира найдешь. Не роль. Не надо. Зачем?
Ну, стоило ли оно того, конечно, не знаю. Как по мне, не стоит искать предмет второго тира на текущем этапе. Да, ты хочешь пойти найти маску второго тира на отхил, но стоит ли оно того, чтобы ты искал маску второго тира на отхил? Молнии, конечно, есть, это неплохо. Так, жрец отлетел, можешь попробовать предметы рольнуть. Либо же ждать 30-го раунда. Одно из двух. То, что мы так жестко с мантией повезло, это, конечно, круто. Не роль. Ну не надо, ну слишком много теряешь. Лучше уже предмет 5-го тира найдешь. А там вдруг маска упадет, так все, это изичное для тебя будет. Пока что у нее слабые противники. Башер. Ну, кстати, неплохо Башер смотрится под его билд. Очень даже неплохо. Там Башер вылетать будет чуть ли не каждый раз. Да, там шанс как бы небольшой, но извините меня, там 2 секунды стана. А под охотниками это еще какой стан? Просто 10 тысяч урона мартретка наклепала. Нормально, нормально. Сейчас бы мартретку в 3 звезды, какой-нибудь отхил, и было бы вообще шикарно. Просто, ну, может это я такой, может как-то еще. Там непонятные. Там, короче, какие-то вообще непонятные билды. Бог-орк неполный. Орк-охотник с маской 5-го тира. Это будет проблема. Ему бы поставить сейчас чистый урон. То есть ему нужен любой демон. То есть он сейчас выходит в деньги, пока есть возможность. Берет 8-й, ставит сверху одного лишь демона. Для того, чтобы выключить, чтобы подключить себе чистый урон. О, там... О, бог-орк неприятный будет. Да, пока что он там довольно-таки слабый, но он все равно может быть неприятным. Ой, Башер! Ой, как хорошо, в мейнкире Башер прилетел, еще и ваншотнул, хорош. Просто замечательно. Он выключил ему только что мейнкире. С первой тычки прилетел Башер. Крутяк. Вот это вот я понимаю, вот это вот как надо. Вот это вот то, что доктор прописал. Сейчас он еще, если его выкинет, то у него мало с кем будут проблемы. С инсектоидом могут быть проблемы. Но там есть бог-орк. Возможно, он успеет его за это время вынести. Но сейчас Башер себя уже много раз проявил. Много раз, когда Башер его вот так хорошенечко из помоев вытащил. Я бы на его месте вот предметы, которые он там ролил, я бы не ролил на второй тир. Маска второго тира, как бы она прикольная и даст ему довольно-таки много, но я не считаю, что настолько много, чтобы стоить ролить предмет второго тира на такой стадии игры. Может быть, я ошибаюсь. Если что-то в комменты поправьте, но, по-моему, как мы на такой стадии игры ролить предмет второго тира, лучше же третьего тира ролить. Но хотя, вот этот башер, который ему упал, он реально себя проявил несколько раз. Забашил мейн керри, там побашил инвокера. Вообще шикарно себя проявил этот предмет. Так, пришло 2 коня. Аптечка, шлем. Это все на самом деле ему не особо... О, кстати, эликсир Морик, классная тема в его ситуации. Сейчас он будет выигрывать? Да, отлично. И я бы еще фигуру за 3 монетки взял. Хотя и достаточно. Не факт, что упадет ему сейчас. Не факт, что упадет ему сейчас. Как бы... Сролиться хочешь? Демон есть, возьми уровень. Возьми уровень, поставь демона, сделай себе чистый урон с руки. Ага, продал. Уровень. 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 Уровень поставить демона. Пожалуйста. Поставь демона. Я хочу увидеть демона. Поставь демона, будет чистый урон с руки. Так, демона купил. Уровень. Возьми уровень. Возьми уровень. Не слышит меня. Эх, ментальная связь как-то слабенькая у меня сегодня. Не слышит. Вот этот чел жесткий. Этот чел, который против него сейчас играет, он какой-то слишком жесткий. Ему надо морские будет поставить, по-любому. Ему нужен отхил. Без отхила его тупо рвут. Минус 14 в табло прилетело. Больно.
Так-то, ну больно. Да, ему нужно будет морских ставить, чтобы его так вот этот тип сильно не дамажил. Там чел играет в тупую через дубликаты. Ну и немножко, соответственно, инсектоидов. Немножко. Не надо. Повезло с предметом первого тира, но не повезло, соответственно, со вторым предметом. Не удается найти предмет второго тира. Ну, невозможно. Хочешь тебе маску берсерка, но невозможно найти предмет. Найдет тогда, когда уже не надо. Ну, не знаю, я бы не ролил такие предметы второго тира, просто теряя очки для того, чтобы можно было бы попробовать предмет пятого тира срулить. Почти любой бы предмет из пятого тира бы дал ему побольше, чем есть. О, о, печально. Ну, в принципе, вынес его. Хорошо, выкинь его. Выкинь, вылети. Есть. На одну занозу меньше. Но ему нужен уровень поставить демонов. Уровень. Поставь демона. Будет же чистый урон. Это лютый импакт. О, яйцо, отлично. Еще одну мортретку. Разор. Да, зачем тебе? Ну, в принципе... Не, ну, в принципе, если сейчас с разора... Ладно, уже не надо. Ну, уже, в принципе, и не надо. Уже, в принципе, и не надо. Уже, в принципе, и так сойдет. Не, ну, в принципе, может там ВР-ку собрать, может коня соберет. Будет довольно-таки неплохой у него танк. Ой-ой-ой, там Варлок 2 звезды. Еще Хекс прилетел. Ой, как неприятно. Ой, пошел разваливать. Не было бы у него сейчас таких предметов, он бы не пережил бы, наверное, прокаста. Хорош. Хорош. Просто порвал. Порвал, как тузик грелку. Бери уровень, ставь демона. А, не может взять демона. Понял. Демон даст ему чистый урон. Вдруг кто не знает, как работает мантия короля, то все синергии, которые у вас есть на столе, передаются в одну фигуру. При этом все остальные синергии все равно работают. То есть просто в одной фигуре, в которой не должно работать синергии, допустим, тех же самых охотников, она будет работать из-за того, что есть мантия короля. И вот, ставите одного демона, вы бьете чистым уроном в табло. Сильно? Считаю, очень. Почему я говорю, что ему нужно будет поставить морских по итогу? Потому что 60% урона со способности вы эвейдите. На самом деле, ему даже сейчас с рандомного сундука, хоть это последние 4 шмотки, могло не упасть то, что надо. Могло не упасть то, что надо. Вот серьезно. Ой, пошел. Режь. Сейчас дом прилетит, будет больно. Души. Хорошо, успел. Отлично, дом не прилетел. Отлично. Пока что все отлично. Хорош, порезал его. 1 хп оставил. 1 хп это, конечно, не то. Вот почему я говорю, что ему морских надо поставить? Потому что морские режут 60% урона от способностей. 60% урона от способностей. Это чистый, это физический и это магический урон. Но только со способностью. То есть с активной способностью. Поэтому, ребят, юзайте эту тему. А еще, почему ты не поставишь демонов? И мог бы медузу уже купить, мог бы поставить уже 2 морских. Ну и ладно. В принципе, и так сойдет. В принципе, нормально разваливает. Но я думаю, надеюсь, что после просмотра этого ролика, то он подметит для себя какие-то ошибки и все такое. И будет это тоже юзать. В самом деле, билд у него очень жесткий. Я тоже хочу такой билд записать. Надеюсь, у меня получится записать билд это в ближайшее время. И вы посмотрите от моего лица эту каточку. Как играть на мартредочке. Вот через охотников. Надеюсь, мне повезет. Надеюсь. Тут ему на самом деле люто повезло, он с первого предмета тупо нашел себе предмет 4 тира. О, ну надо, наверное, БКБ брать, чтобы гарантированно он смог переживать любой прокаст. Не? Ну ладно. Нет так нет. Ай, волчонок. Смотри, какая там игрушка, а? Смотри.
Смотри, какая игрушка. Красивая, да? Смотри, какая там артретка. Смотри, как она наваливает. Хочешь так же сейчас наваливать? Давай вместе со мной посмотришь. Взял кота в заложника. Взял кота в заложники. Давай предмет 5-го тира. Почему 4-го? Ну, никогда в жизни не берите доспех экзорцизма. Никогда. Запомните. Это самый помойный предмет. Даже рефрешер бы лучше смотрелся. Ну вот что делает этот экзорцизм? Что он делает? Хекс прилетел, ничем не помог. Что он делает? Ничего. Не берите никогда в жизни предмет. Вот этот вот экзорцизма. Максимально бесполезный предмет. У тебя нормально там? Усилилось хорошо? И, ну, демонов не поставил, это плохо. Может, поставил имбурн, работать, конечно, не будет, потому что у него есть антимаг. Для того, чтобы это работало, нужно поставить самому ведьмачков немножко, ну, хотя бы 2. Но доспех экзорцизма это, конечно, нечто. Да, Булка, ты со мной согласна? Как она классно улеглась. А вот взял бы БКБ, такое бы вряд ли произошло. Просто одно единственное БКБ. Так, булочка, ну все, ну не мешай. Все, решает предмет 4-го тира такой. Какая-то это плохая вещь. Надо ее скипнуть. О, предмет 5-го тира берет. Рапирка. Ну, я бы не брал, бери. Да, хорош. То, что ты бессмертие взял, это отлично. На самом деле, он бы мог спокойно сейчас поставить впритык к Тайду мартретку. У него есть АОЕ урон. Поставил бы к Тайду впритык, то, скорее всего, он бы просто пованшотал всех быстренько. И все. Он мог реально проиграть эту катку, если бы ему не упало бессмертие. 2 раза ему фартануло за игру. 2 раза фартануло за игру. Да, это красивый билд, не поспоришь. Играть через мартретку это красиво. Но вот выбор предметов мне не понравился. Переработка предметов мне тоже не понравилась. Но это такое, знаете, это на любителя. Так, ну булочку, ну дай закончить ролик. Ну хватит меня кусать. Все, ляжь вот так вот. Вот, все, я закончу. Сейчас, смотрите, все. Покормлю тебя и спать. Вот 2-е место красиво сыграл. Он сыграл полностью через дубликатов, он сыграл через прокаст, но и сыграл через инсектоидов, видите? У него везде есть сердце инсектоидов почти. Почти везде. Вот. Давайте подведем итоги по текущему обзору. Хочу сказать следующее. Мне понравилась каточка, потому что это необычная сборка. Выбор предметов мне не понравился, особенно переработка. Я бы на таких стадиях игры ну, не искал бы предмет 2-го тира. Только в крайнем случае каком-то бы я искал предмет 2-го тира. В целом игра классная, серьезно. И мне понравилось то, что он играл довольно-таки против серьезных противников, в плане того, что 2-е место сыграл через дубликаты инсектоиды, но именно он играл как через дубликаты. Но не доиграл, потому что, как видим, слабовато это было. 3-е место играл на богохорках. Ну тоже. Бог-хорк как-то слабо отыграл. У него был Джаггер в 3 звезды, но, извините, там была мартретка, которая разрывала табло. Поставил бы он немножко раньше свой чистый урон, было бы лучше. Поэтому я надеюсь, что после просмотра этого ролика он примет мои советы и улучшит этот билд. Вот улучшит, поэтому Бон Леон, я жду улучшенный ролик с моими советами. Я думаю, тебе это прокатит, поможет, но мне в целом каточка зашла. Поэтому спасибо тебе за такой контентик, было прикольно, было интересно понаблюдать.
Ну, лайте на расслабоне. Мне в целом нравится комментировать чьи-то игры. Это прикольно. Просто сидишь, наблюдаешь, комментируешь, наслаждаешься, эмоции испытываешь. Изначально по билду вообще не скажешь, что ты хочешь ну, сыграть на мартелетке. А потом, как начал мартелетку собирать, увидел. Особенно повезло тебе с предметом мантии короля первого тира. Это прикольно было. Ну, в целом, что мне добавить? Как такой билд законтрить? На самом деле легко. Щит пятого тира в плотном герое и все, и до свидания. Вот и все. Это очень легко контрится. Но если маски пятого тира нет. А если есть маска пятого тира плюс бессмертие, то, в принципе, все шансы развалить вражескую фигуру, в котором есть щит пятого тира, вообще легко. И чистого урона все-таки не хватает. Чистый урон лучше поставить. Но тут был антимаг, поэтому в конце ему неважно, поставил он или нет, все равно он работать не будет. Потому что есть антимаг вражеский. А как мы помним, антимаг это ведьмак, а особенность ведьмаков в том, что они выключают всех вражеских демонов, если у них нету первого уровня синергии ведьмаков. Вот и все. Вот. Напишите в комментариях, что думаете вы по поводу данной каточки, по данному комментированию и все такое. Булка у меня здесь с ума сходит. Вот. Все, в комментариях напишите, что вы думаете по поводу текущей катки и в целом, как вам понравилось комментирование и все такое. Стоит ли что-то еще добавить или как-то раскрывать какую-то другую тематику. То есть напишите мне подробный фидбэк, чтобы я понимал и чтобы следующие обзоры я мог немного улучшить. А также, ребят, лайк. Обязательно. И коммент. Вот коммент и лайк. 100%. Идеальная комбинация для продвижения ролика в рекомендации и в тренды. Поэтому все, я от вас это жду. И напомню, скоро 2000 подписчиков. Поэтому, если не подписан, подпишись. Помоги собрать 2000 подписчиков. Осталось совершенно немного, чуть-чуть. Также, если ты не подписан на мой телеграм-канал, подписывайся в описании под видео, а также в комментариях закрепленных есть ссылочка на мой телеграм-канал. А еще на экране у вас появится QR-код для перехода на него. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.